Всем привет, с вами Ятора, и сегодня я записываю гайд на дровку, одного из моих тоже любимых героев. Приятного просмотра. Дровка, в принципе, супер ситуативный герой, то есть ее очень важно пикать в игры, в которых ты можешь бить, если у врагов нет джампа условного, который не контрится там БКБ или линкой, то лучше дровку не пикать. То есть если там, например, ПЛ, Эмбер, то ее лучше не брать. Дровку, в принципе, я бы пикал только в керри, которые агильщики, у которых нет джампа и которые очень сильно зависят от своего армора. Условный ТБ, Морф, Медуза. Эти все герои, они очень сильно страдают от дровки. Если у этих героев в пике нет джамперов, то вы, скорее всего, победите их. В мидгейме самый лучший герой под дровку это Кентавр, потому что он дает вам и эскейп, и нападение. У них винрейт, я думаю, колоссальный. Самые сильные контрпики это Нага, ПЛ, то есть иллюзионисты. Против них, конечно, тоже можно играть, но я бы не советовал. Игры будут очень сложные, и нужно очень много будет сделать, чтобы выиграть. То есть это будут очень самые сложные игры в вашей жизни. Стартовый закуп мне нравится через 2 цирклетки, 2 слиперса, потом доносите танго и апаете 2 в рейсбенда. В принципе, я считаю, что это самый правильный закуп на дровку, из-за того, что на 6-м левеле очень сильно скелятся в рейсбенды за счет доп ловкости, от ловкости. В принципе, 4 армора это очень много на таком герое, как дровка, потому что у вас будет 10 армора, и у вас очень сложно будет пробить на линии. На линии он, в принципе, плюс-минус такой же, как и Морф, то есть у героя очень мало хилпоинтов, на нем сложно размениваться, если вас бьют, поэтому вам также лучше играть с каким-то клокверком, ЦМ-кой, бабкой, то есть с любым толстым героем, опять же, потому что герой очень хилый, он очень зависит от того, можешь ли ты бить, в принципе, на ней на линии. Если ты не можешь бить и тебя бьют 2 героя, скорее всего, ты проиграешь линию. В идеале вам стоять против милишника, у которого не так много брони. Акс, Кентавр, Андайн, который сейчас в мете на пас-3. То есть против этих героев она очень хороша и по игре, и на линии. Это можно играть. И, скорее всего, вы линию выиграете, если все правильно сделаете. Всегда пытайтесь, чтобы у вас был замакшенный третий спелл. То есть на 3-м левеле у вас раскачка 3.0.1, потом на 4-м, если вам нужен сайленс, вы берете сайленс, если нужен 3-й. Опять же, дровка очень ситуативный герой даже в этом плане, прям стабильного скилл-билда нет. Вам иногда нужно взять гаст на 2-м левеле, иногда надо играть без гаста. Смотрите по ситуации всегда. Иногда, если вы можете убивать врага, вам нужно качать 1-й. Если вы можете его убивать без 1-го, а с 3-м, вы качаете 3-й, потому что он разгоняет ваш фарм. Очень много микротонкостей на этом герое, что ли, чтобы использовать его на 100%. Мне не нравится качать с гастом в 4 на 16-м левеле. Мне нравится оставлять его в 2 и потом просто дамагшивать после левела 19, если там нет условного Эмбера, Шторма, ТБ, то есть которые очень сильно зависят от кнопок. То есть если вам не нужен сайленс, то вы оставляете его в 2 и потом качаете плюсики, потому что плюсики очень сильно скелят вас за счет доп ловкости с ульты. Существует очень много разных билдов абсолютно на дровку. То есть вы можете купить Dragonlance бабочку, потом пику, БКБ, Дейдалус. Вы можете купить Dragonlance, потом сразу пику, либо Dragonlance манту. Все очень сильно зависит от ситуации. Могу выделить, что всегда нужно иметь Dragonlance с первой шмоткой после ПТ. Falcon Blade покупать или нет, это в принципе очень ситуативный предмет, который сильно зависит от того, как сильно вы можете и как долго вы можете ставить линию. Если вы можете ставить линию, качать 2 кемпа и харасить enemy 3, то вы его берете, потому что шмотка дает очень много, но она также очень много стоит. С ней нужно контролировать, чтобы у вас просто нетворс не улетел в молоко. А так, всегда покупать Dragonlance и потом уже смотреть по ситуации, то есть играете против Скаймага, пытаетесь как можно быстрее купить манту, играете против Акса, как можно быстрее купить пику, играете против Морфа, как можно быстрее купить Дейдалус, то есть манту там, или Dragonlance Silver, Дейдалус, БКБ, там очень много билдов, я не могу выделить прям что-то именно
особенные. Но могу сказать, что, например, если вы играете против Ланаи, а дровка это контрпик Ланаи, пытайтесь как можно быстрее вынести манту бабочку. С этими шмотками вы всегда перебьете Ланаю. Еще могу выделить из шмоток это то, что нужно покупать на нее скади. То есть очень многие игнорируют эту шмотку на нее из-за того, что как бы стрелы замедляют, зачем мне еще замедлять, но обычно, когда у врагов появляются БКБ, вы не можете их замедлять стрелами, и из-за этого вам нужно скади. Скади нужно покупать против рейнджей, то есть против ТБ, против Луны, против Медузы. Если у вас эти шмотки появились, там условная манта, скади, кристаллис, баттерфляй, то вы, скорее всего, в любой игре выиграете Медузу, Луну и так далее. Шард, в принципе, нужно покупать всегда, когда у вас есть на него деньги. То есть, если у вас есть лишние деньги, у вас там не горит пика или манта или БКБ, всегда можете купить шард. Шмотка очень сильная, очень сильно помогает на распуше. В принципе, против какого-то морфа ТБ это одна из лучших шмоток, потому что ТБ обычно не покупает БКБ, морф тоже. Против морфа она особенно хороша за счет того, что она работает как скади, даже сильнее. То есть он не сможет перекачиваться под ударами. Аганим нужно покупать только против ПЛа. Против Пэла Наги с Мьёльниром, только против них. В принципе, Аганим очень плохая шмотка. Она очень ситуативная, но она позволяет выигрывать, опять же, иллюзионистов. Но ее, в принципе, в играх не нужно лучше покупать. Шмотка слишком слабая за то, что она дает. По поводу линки, шмотка сильная на нее. То есть, если вам не нужно БКБ, вы играете против условного ДК, вы можете всегда купить линку. В принципе, этого будет достаточно. У вас будет линка Пика Манта, скорее всего, Дейдалус и Swift Blink. С этими шмотками вы сможете очень быстро делать шот, выходить. И на вас очень сложно напасть, потому что вы всегда держите очень хорошую позицию в драке. Линка позволяет вам, даже если до вас доберется условный ДК, даже если у него будет алибарда, он собьет вам линку, но у вас будет манта, вы сможете задолжить стан, или просто уехать на пике, или ублинковаться. То есть очень много у вас будет вариаций. Но никогда не забывайте, что если вас убьют с линкой один раз, скорее всего, вы проиграете игру, потому что у вас не будет БКБ. Так что если вам нужно БКБ, покупайте БКБ, не томите с этим, не думайте, что вы выиграете и так. БКБ очень важная шмотка на дровке. Это дает вам просто бить, давать ДПС и, в принципе, все. Дровка — это тот герой, который, если он опять 6 левел, очень рано, вы можете спокойно тпшиться в хардлайн, сносить вышку, вы сделаете это очень быстро. На ней линию не нужно стоять до талого, то есть это не такой герой. Если вас могут прийти убить, вас убьют. То есть всегда это очень хилый герой на верлигейме. У него около 1000 хп и нет никакого эскейпа. То есть вам очень важно не показываться на глаза врагам до условного Dragonlance. Против некоторых пиков до Dragonlance манты или до DL пики. Вам лучше стоять в стороне, фармить эншентов и толкать линии третьим спелом, даже не показываться на карте. Если у вас хорошая игра, очень важно на ней получить Dragonlance быстрый и пойти снести мидвышку. То есть вы сносите мидвышку под условную манту, вы уже сетапите Рошана этим, забираете вражеский лес, и в принципе на вас очень сложно выйти. За счет того, когда вы пушите мид третьим спелом, вы всегда увидите, идут на вас смоки или нет по запушенной линии. Лучшие нейтралки на дровку — это опять же Possessed Mask, шмотка, которая превращает вас в хрюшку. Вот это вот все, что дает статы, это очень важно на дровке. Это новая нейтралка, которая дает сплитшот, Grow Bow, из-за того, что она скелет ваш третий спел Аквила и в Embrace. Ну, все по дефолту, в принципе. На третьем тире это, опять же, по дефолту Mindbreaker, Paladin Sword и Titan Sliver. В некоторых играх, кстати, можно взять вот этот удар моржа, потому что это, ну, по сути, пика, да? То есть лишний эскейп никогда не помешает. Таланты тут намного проще. Всегда качайте левый талант, потом качайте на 10-м, потом качайте левый опять же на 15-м, правый на 20-м. И 25-й, в принципе, я бы, наверное, качал всегда правый, потому что он дает вам возможность просто шотать героев. Вам всегда нужно в драку заходить с третьего спела. Нажимать его в начале драки, потом кидать сайленс и просто бить.
вы можете внести тонну урона против некоторых героев. То есть это один из лучших героев против морфа. Вы просто пробиваете весь его армор, вы можете убить его просто за 3 стрелы условные на любой стадии игры. Лучше всего находиться в стороне драки. Это позволяет вам делать третий спелл и Silence в какой-то мере. Так что вам в идеале стоять в стороне и просто не показываться в драке, нажимать третий спелл, потом выходить в ситуацию, просто давать пару тычек и выходить, если вас могут убить. А если не могут, это самая идеальная ситуация, вы просто стоите и бьете, и убиваете врагов. Не пытайтесь в первые секунды драки попасть всеми ультами, кинуть стрелы, нажать газ, побежать во врага, скорее всего вы умрете против нормальных игроков. Пытайтесь играть очень аккуратно. Условно говоря, до БКБ вы не можете вообще заходить в драку. Герой очень хилый. Давайте третий спелл, стойте, кайтите, байтите врагов на себя, потом нажимайте газ и убивайте. Не пытайтесь убивать их сразу в первые секунды. Если вы можете шотнуть морфа, просто шотайте его. Если вы видите ситуацию. Если не можете, не старайтесь на него бежать. Вы, скорее всего, умрете. Поэтому будьте очень аккуратны. И переживайте за свою жизнь. На этом, в принципе, все. Как вы поняли, герой достаточно ситуативный, не нужно его пикать всегда. Лучше поиграйте анранкеды, а потом уже пикайте его в матчмейкинге. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, на какие героев бы вы хотели посмотреть еще гайды. А я с вами прощаюсь, всем пока.